Так, это должно быть вот так. Девочки, вот я провязала уже до того момента, когда мне необходимо вязать воротничок вот этот. И я хочу здесь связать двойной воротничок. Он будет состоять из передней части и из изнаночной. Из лицевой и из изнаночной. Вот такие у меня ниточки. Сейчас я вам покажу их название. Газал Baby Wool. Специально взяла такие нитки на рукава и на воротничок. Мне необходим моточек. Далее мне необходимо 2 пары спиц, так как я буду вязать по кругу. Сначала, например, с изнанки, потом с лица. И набирать также мы будем на 2 пары спиц. Мне необходимо спицы и крючочек для того, чтобы набрать петли. Буду я располагать их вот таким образом. Значит, вот эти петли, которые у меня на алюминиевой, будут с изнанки. А петли, которые с лицевой, будут на вот такой вот, ну, чтобы отличались, на вот такой блестящий. Набирать я буду по лицевой стороне из вот этих кромочных петель. Здесь я буду на леску набирать. Вот так вот прикладываем лесочку с этой стороны. Смотрите, ввожу крючочек. Достаю первую петлю. Это у меня будет первая петля на лицевой стороне. Я ее продеваю на спицу. Здесь кончик остается. И далее, так как я уже одну набрала на спицу, значит следующую буду набирать на леску. То есть здесь у меня над леской. Ой, вскочила. А теперь я буду под леской. Вот набираю. Захватываю под леской. Вытягиваю. И надеваю на спицу. Далее я буду над леской. Снова продеваю. И сейчас мне надо над леской. Вытянула и надела. Таким образом у меня 2 на леске, 3 на спице. Повторяю, это у меня совсем другие спицы, которые мы будем вязать внутреннюю часть. Это наружную часть. Так, здесь у меня над леской, значит сейчас под леской. Продеваю, вытянула под леской и надела. Далее продеваю над леской. Таким образом я чередую над леской, под леской, над леской, под леской. И так до тех пор, пока мы не наберем все петли. Сейчас у меня было над, значит следующее под леску.
Получается, мы одновременно набираем на 2 пары спиц. Все, набрала я на 2 спицы. Вот у меня одна сторона и вот вторая. Сейчас подтяну. И вот эти все петельки тоже на эту спицу внутреннюю. Вот, чтобы вы понимали, у меня получается вот так. Вот одна спица набрана и вторая. Если вы посчитаете, то у вас во внутренней стороне на одну петельку будет меньше. У меня набрано, сейчас я посчитаю сколько. Раз, два, три, четыре, пять. 55 петель. Значит, с изнаночной стороны 54. Сейчас пересчитаем. Видите, получается, леску как бы мы обвили нашей ниткой и образовались вот такие петельки. Это у нас будет внутренняя сторона. Мы будем вязать круговыми рядами обе стороны одновременно. Сейчас я вам покажу, как это будет. И сейчас у меня на изнаночной стороне вот этой спицей, которая у меня на леске, будет отличаться у нас железная и леска прозрачная. Вот то, что на леске у меня прозрачная, это изнаночная сторона. Я буду начинать вязать воротник с изнаночной стороны. Вот как раз моя ниточка, где мы закончили набирать петли. Эту спицу я ее спрятала, чтобы она мне не мешала, не билась об стол и не создавала лишних звуков. Значит, мы вяжем на изнаночной стороне лицевыми петлями. Весь ряд у нас до конца ряда, то есть от планки, от начала планки до конца, все лицевыми петлями. Изнаночный ряд вяжем только лицевыми сейчас. Провязываем все петли лицевые. Вот как они смотрят, так вы и вяжите. Ничего не разворачивается. Так вот, как петли смотрят на вас, так вы и провязываете. То есть одна будет у вас за переднюю стеночку, другая за заднюю. Ну, нам надо, чтобы они не были перекрещены. Провязать их все одинаково. Подправляем ниточки. Так, это мы провязали внутреннюю часть. Внутренняя часть у меня уже провязана. Я вяжу сначала на изнанке, потом на лицевой стороне. Это будет как считаться по кругу. Вот я как дальше продолжаю вязание, только уже по лицевой стороне буду вязать лицевыми петлями. Все точно так же. Единственное, что другими вторыми спицами, на которые набирала петли. Также до конца ряда я вяжу все лицевыми петлями. Смотрю, чтобы петли не были перекручены. Как смотрит петля, так я провязываю. Так,
провязали мы, получается, с изнаночной стороны ряд и с лицевой ряд. Вот таким образом это у нас все выглядит. Разворачиваю наше изделие и еще один ряд точно так же провязываем и по изнанке лицевыми, и по передней части также лицевыми. Сейчас у меня вот изнанка, и я продолжаю дальше. Вот у меня ниточка на лицевой стороне, я дальше по кругу продолжаю вязать лицевыми петлями, и потом еще раз лицевыми уже по лицу. Эту спрячу, чтобы она мне не мешала. Эти подтягиваю. И продолжаю дальше вязать все петли лицевыми. Мы как бы продолжаем по кругу вязку. Только разница в том, что я вяжу на 2 парах спиц. Так неудобно, потому что я вижу сразу, где у меня лицевая сторона, где у меня изнаночная. Здесь все так же, все провязываем лицевыми. Повторяем все наши действия с первого ряда. Так, это мы провязали 2 ряда по изнаночной стороне. И еще один ряд провязываем по лицевой стороне, также все петли лицевыми. Это я прячу, беру вторую пару, подтягиваю ниточку, вот подтягиваю и вяжу лицевыми петлями еще один ряд по лицевой стороне. Все, итак, я связала вот 2 ряда лицевыми петлями по лицевой стороне и по изнаночной. Видите, вот так получается. Потом мы, когда это все свяжем, будем сшивать петля в петлю. А пока нам необходимо начертить схему, так как сейчас я разверну, так как у меня на воротничке вот тут вот я хочу сужение, ну как, не слишком, а вот так сужение, и вот тут он расширяется воротничок, как у бомбера. Так как это у меня по плану должен быть такой вязаный бомбер, такая курточка. Значит, нам необходим листик и посчитать, где нам необходимо петли убавлять. Значит, у меня 55 петель. Это у меня спинка, воротничок, вот тут спинка, да? А это у меня передний, там, где мне надо убавить. Воротничок у меня вот так будет идти. То есть здесь я для себя ориентируюсь, что здесь у меня будет убавки. Сначала я 3 петли буду убавлять, затем 2 и еще 2. Также с этой стороны 3, 2 и еще раз 2. То есть мне нужно развернуться вот так вот 6 раз. Получается, каждая убавка это один разворот. Мы будем дальше вязать поворотными рядами. Воротник у меня будет, сейчас я вам начерчу какой. Вот такой, как у бомбера.
То есть тут он будет убавляться, а дальше уже петли идут без убавок. Убавляем только в начале ряда и в конце. И так мы будем делать и с лицевой стороны, и с изнаночной. Я думаю, вам сейчас будет все понятно. Начерчу вот вам с одной стороны, как я буду убавки делать. Вот 3 сначала убавлю, затем 2 и еще раз 2. Сейчас я буду вязать по изнаночной стороне, и я вам сейчас все покажу, вам станет все понятно. Значит, вяжем только изнаночную сторону. Сразу у меня идет 3 убавки, так как мне уже здесь необходимо, чтобы мой воротничок был такой уже закругленный. Пошел туда вверх, вот так вот. Чтобы здесь уже петли закрывались. Мне уже тут высоты этой хватит. В 2 ряда мне уже хватит. Поэтому 3 петли я уже буду не довязывать. Здесь у меня 55 петель. Я забыла вам сказать, я одну добавила, чтобы вас не путать и чтобы расчеты уже вести на обе стороны одинаково. Я к ней дойду и ее сюда присоединю. Я ее подняла крючком. Также 2 ряда лицевые, вот видите, и у меня получается с лицевой 55 петель и с изнаночной одинаковое количество петель 55, чтобы уже вас не путать, чтобы было одинаковое количество. Я сейчас поставлю маркеры, чтобы было видно, что мы будем убавлять. Вот это будет первый маркер, 3 петли, затем 2 петли и еще 2 петли, 2 петли и еще 2 петли. Вот эти наши маркеры. А это то, что я подняла петлю, мне ее надо просто закинуть на рабочую спицу. Начинаю вязать поворотными рядами. Провязываю петли на изнаночной стороне, все лицевые. Здесь пока убавки мы не делаем, первые 3 мы убавляем уже в конце ряда. Вот моя петелька, которую я подняла. Мне ее нужно надеть на спицу и провязать вместе с остальными. Теперь у меня одинаковое количество петель, как на изнанке, так и на лицевой стороне. Провязываем дальше до наших маркеров. Довязываю я до маркеров. Провязываю вот эти первые. Вот один маркер, вот второй. И вот у меня остается 3 петли. Я как раз делаю убавку на эти 3 петли. Мне необходимо сейчас провязать вот эту одну петлю. Далее я разворачиваю наше изделие. И на правой спице мне должно остаться 3 петли. Но мне нужно, чтобы вот эта одна петля была двойная. Я эту петлю, то что третья, переснимаю. Затем накидываю рабочую нить и вот так перетягиваю. И вот моя третья, вот эта третья петля двойная остается на этой спице. И иду в противоположном направлении уже изнаночными петлями вяжу. Также вяжу до наших маркеров. И уже там будем также убавлять 3 петли.
провязала. Я уже почти дохожу до нужного мне маркера. Мне нужно также оставить в конце 3 петли, не провязывать. Вот у меня остается 3 петли, но вот эту мне нужно сделать двойную. Значит, я ее провязываю, разворачиваю изделие, и мне нужно бросить на правую спицу двойную вот эту петлю, сделать ее двойной. Значит, как я делаю двойной? Я за заднюю стеночку вот так вот тяну, вот так тяну, и у меня образуется вот такая двойная петля. И продолжаю вязать уже второй поворотный ряд. То есть это мы уже провязали. 3 петли я до конца уже не довязываю. И вот у меня такой пошел дальше на подъем воротник. Получается, с двух сторон мы убрали по 3 петли. Второй поворотный ряд это у меня. И вот довязываю я до второго маркера. Вот он, мой маркер. Значит, мне нужно 2 петли не довязать. Значит, считаю. Вот раз, два. Вот это двойная, это 3. Те петли, что в первый раз оставляла. И вот это раз и 2. Мне вот эти не нужно оставить. Одну я провязываю, разворачиваю изделие, перебрасываю эту петельку на правую спицу, накидываю нитку и делаю из нее двойную петлю. И вяжу в обратном направлении уже по изнанке до конца ряда, до того моего второго маркера. Я довязала до маркера. У меня остается 2 петли, вот эти, которые мне необходимо их оставить. Я первую петлю провязываю, разворачиваю изделие, маркер мне этот уже не нужен. Перебрасываю эту ниточку и делаю двойную петлю. Все, двойная петля, и вяжу в обратном направлении лицевой ряд. Так, смотрю по высоте, но я думаю, что мне уже хватит, и вот эта убавка мне уже будет лишняя. Я уже ее не буду делать. Уже она мне не надо. Уже провязываю я лицевыми петлями до конца ряда, и те петли, которые были у меня двойные, я их уже тоже буду провязывать как одну. Сейчас все покажу. Я довязала до двойной петли, и мне необходимо с нее сделать одну. Я подхватываю вот так вот спереди за 2 стенки и провязываю. Далее у меня идет лицевая и снова двойная петля. Также я ее подхватываю за 2 стеночки и провязываю. И все, провязываю до конца все петли лицевые. Все, с одной стороны у нас получается, я провязала двойные петли, а с этой не провязала. Эти петли мы потом, когда будем сшивать, то мы их будем сшивать как одну. Теперь точно так же вяжем воротник по лицевой стороне. Вот как мы вязали здесь, только мы вот эту убавку
не провязывали. Мы вот эту провязали и вот эту. Далее я посчитала, что она уже лишняя. Также и тут мы провязываем только эту и эту. Делаем все точно так же. Все, как мы проделывали. И выходит вот такой скос. Вот как раз ниточка у нас ближе к нашему замочку, который здесь должен быть. Значит, мы начинаем вязать на лицевой стороне лицевыми петлями и вяжем так аж до самого конца. Сейчас я эту спрячу, чтобы она мне не мешала. До последнего маркера. Провязываем все петли лицевыми до последнего маркера. Здесь я уже отметила, мы назад, когда будем идти, то эти 3 петли и 2 через ряд будем оставлять. То есть все проделываем точно так же, как и с вот этой стороной. Я сейчас вам покажу еще этот ряд, как я провязываю. А дальше все точно так же, как мы вязали изнаночные стороны. Довязываю я до маркеров. Первый маркер у меня это. И вот второй. Вот мои 3 петли. Я снимаю маркер, уже он мне не нужен. Мне нужно эту петлю сделать двойную. Я ее провязываю, разворачиваю изделие, набрасываю на правую спицу и натягиваю ниточку. Все, я ее сделала двойную и вяжу дальше этот же поворотный ряд, только в изнаночной стороне. И в конце этого ряда также буду не довязывать эти 3 петли. Все проделываю точно так же. Так, довязываю я свой второй поворотный ряд. Вот мой маркер. Вот мои двойные петли, те, что 3 мы оставили, 1, 2, и вот эта двойная 3. Вот мой второй маркер. 2 петли мне нужно не довязать. Я маркер снимаю. Все, это моя последняя будет убавка. И одну петлю я провязываю, и мне ее назад нужно вернуть на спицу двойной. Разворачиваю изделие. Снимаю петлю и набрасываю ниточку, так натягиваю, и у меня получается двойная петля. Проверяем: раз, два, вот это 3 двойная, раз и 2. То есть мы провязали с вот этой стороны 3 и 1 раз 2. И сейчас я вернусь и также уберу последний свой маркер вот здесь. Продолжаю вязать изнаночными петлями до последнего маркера. Все, довязываю я до последнего маркера. Остается у меня 2 петли. Вот раз, два, это двойная, 3, 1, и вот я ее провязала, разворачиваю, делаю из нее двойную и переснимаю на спицу правую. Все, следующий ряд я вяжу до конца. Все петли лицевые провязываю вместе с двумя вот этими, что я сделала, двойными петлями. И далее будем сшивать эти 2 половинки. И вот я довязываю до двойной петли за переднюю стеночку, вот так вот провязываем 2 вместе.
И вот она прячется. Далее лицевая и вторая моя двойная петелька. Все. И 2 лицевые. Все, получается, опять же, с этой стороны я провязала 2 двойных, с этой не провязала, так же, как и у меня с той стороны. Мне остается, сейчас это все разложу, вот такой воротничок. И с этой стороны. Все точно так же. Теперь мне необходимо сшить эти 2 детальки. Так, это должно быть вот так. Вот такой воротничок. Вот такая красота. Сейчас будем сшивать. Потом необходимо примерить. Если все устраивает, то оставляем. Если не устраивает, опять распускаем. Берем, может быть, другие нитки. Или, может быть, берем спицы тоньше. Я сначала думала тоньше спицы. Но так как у меня тут все такое массивное, то я подумала, оно как-то будет очень воротник смотреться так, ну, не подходить сюда. Я решила попробовать таким же номером вязать и воротничок. Если вам покажется, что воротник вам узкий, вы можете провязать еще ряд. Тогда уже эти двойные петли, которые у нас с одной стороны остались, с этой стороны, с внутренней, их провяжете. Но мне этого достаточно, этой ширины. Я думаю, что я просто буду их сшивать петля в петлю. Эти двойные буду сшивать как одну. И все. Я, значит, с какой-то стороны у меня, с правой стороны у меня, я вот так подтягиваю спицы. Затем я оставила ниточку, отрезала. Беру иголку. Будем сшивать петля в петлю. У меня ниточка идет с дальней спицы. Я продеваю вот так вот сквозь петлю нитку, подтягиваем и во вторую. Так, теперь эту петельку я снимаю и сразу же ввожу иголочку в следующую. Так, теперь с этой стороны провязанную петлю. И вот это та, что со спицы, вместе. Теперь следующая, вот провязанная петля и петля со спицы. Так, снимаем эту петельку. Теперь здесь точно так же провязанная петля и петля со спицы. Вот она, моя двойная петля. И я ее провязываю за 2 стеночки. Еще раз вам показываю. Провязанная петля, петля со спицы. Здесь провязанная петля и петля со спицы. Провязанная петля со спицы, снимаем. И здесь провязана и петля со спицы. Итак,
до конца наших петель. Видите, как у нас аккуратненько получается шовчик.